Все, машина поїхала. Вона буде навмисне нам заважати для того, щоб якимось чином вивести наш автопілот із себе. Ну извиняется. Ладно. Совсем прижался влево, уходя от бокового удара. Чорне море хочемо! Скажи, щоб паразити звідти вийшли, ми їдемо зразу. Навигация запущена, паразиты вышли. Доброго дня, друзі! З нами Павло, і ми з ним поговоримо про Full Sail Driving нашого кібертрака та порівняння з його іксом, з його вайкою. В нього також Full Sail Driving стоїть в іксові, але в нього третій автопілот, а в нас вже четвертий. І він ще, я так розумію, не був за кермом кібертрака. Так. І йому було б цікаво на ньому поїхати, але сьогодні він буде їхати не зовсім як водій, а як такий водій, який не кермує автівкою. Тому що ми зараз увімкнемо Full Sail Driving і поїдемо на кібертраці його тестити. Виїжджати ми будемо з болота, це в принципі нормальна для кібертрака тема. Ему подобається це таке бездоріжжя, тому все нормально. Первое, что я могу сказать про Model X и Cybertruck, дверки могли бы автоматизировать. Нажимаю тормоз, а дверь не закривається. Как так? Це, до речі, якраз ця функція, якої мені також в ньому не вистачає. Теперь рассказывайте, вот еще одно отличие, которое я наблюдаю. У меня есть лепестки под рулем, которыми я переключаю передачи, которыми я включаю разные функции. Здесь прекрасный руль. Маршрут проложила один из тех, которым я обычно здесь проезжаю, так что меня все устраивает. Чудово. Тому зараз просто нажимаєте тормоз, нажимаєте або нажміть просто «Начать Sail Driving». Зараз не нажмете, тормоз відпустіть. Все, машина поехала. Да. Она убедилась в том, что никого по бокам нету. Отличие принципиальное. У меня в салоне нету камеры. И в результате мне надо держаться за руль для того, чтобы машина понимала, что я здесь и я слежу за дорогой. В данном случае мои ручки-то вот они, но при этом я Ё-моё! смотрю вперед по ямам. Я думаю, что здесь клиренс. Я бы вот здесь вот. И все равно. Вот здесь держаться за руль нет необходимости. Оп. Так, есть. Ямы приходится. Все равно ямы. Какой у нас сейчас стоит режим? Как раз. У нас тут є 5 режимів. Да, понятно. І ми стоїмо в останньому. Это еще одно отличие. У меня всего 3 режима. Если говорить более детально, у меня версия FSD активирована V12.6.4, а здесь у нас версия FSD V14.2.2.5. То есть это на 2 поколения новее, и говорят, что 14-я версия автопилота во втором квартале 2026 года в обрезанной версии попадет и ко мне на машину, но зная таймлайны Илона Маска, я как-то не очень верю, что это именно так и произойдет. У нас відключився Wi-Fi, поки ми їхали чомусь, але автівка їде собі далі і все одно. Є в неї інтернет, нема в неї інтернету. Из особенностей, на самом деле, украинских карт в данный момент по определенным причинам Google отключил онлайн сообщения о пробках, поэтому для машины, если она уже проложила маршрут, ей абсолютно все равно, есть у нее интернет, нет у нее интернета, и она... Нет, этот пламенеющий меч меня, конечно, немножечко пугает. Нормальний шлагбаум. Коротше, ви скажіть свої враження про те, яка різниця хоча б між кібертраком та іксом? Більший, менший, кращий, як? В данный момент я не чувствую себя за рулем. Я действительно здесь в роли вперед смотрящего пассажира и штурман. Назовем так, штурман. Я проложил маршрут и теперь слежу, как
рулевой справляется с поставленной задачей. Немножечко, на мой взгляд, дистанцию большую держит. У меня машина ближе подкрадывается к впереди едущим. Ну тут навіть неможливо це відрегулювати, тому що вона робить все сама. В вашій автівці це можна відрегулювати? Тоже не можна? Нет. У меня тот регулятор, который на обычном автопилоте, в режиме обычного автопилота регулирует дистанцию до впереди идущего автомобиля, в данном случае имеет 6 или 7 кликов, но положение всего фиксируется 3. Это переключение между режимом спокойный, режимом нормальный или стандартный и режимом агрессивный. Как только перешли на Tesla Vision, то есть как только радар перестал работать, в машине появилось то, что нельзя выставить расстояние минимальное, может только начиная с двоечки, но в целом это работает одновременно и для круиз-контроля адаптивного, ТАКа, так называемого. Тобто радар, який у вас зараз стоїть в автівці, він вже не працює? Нет, он не працює с 2019 года. Ніфіга собі. А як воно? По камерам? Да, они анонсировали Tesla Vision, и на все машины, у которых камеры это позволяли, они отключили радар. Это связано с тем, что радар давал очень много шума, неправильной информации о помехах, и только ухудшал ситуацию. Был в то время такой популярный термин phantom brakes, то есть фантомные тормоза, когда машина едет себе по трассе на автопилоте и вдруг резко сама нажимает на тормоз, и на этом тебе приходится вмешиваться в управление, потому что иначе тебя ждет поцелуй сзади. Но в случае, когда остались только камеры, фантом-брейки полностью не исчезли, но сократились до минимума. То есть действительно это была одна из причин, почему такое происходит. Здесь вот мы едем, здесь достаточно неприятно устроена дорога, здесь светофор устроен так, что левая полоса позволяет и поворот налево, и проезд прямо, а правой полосы просто нету. Это тільки в Украине так можно. Да, и получается, что здесь я бы, например, перестроился в правую полосу, сейчас я обогнал бы машину, которая перед нами, но нет. Ну, так нас вже строять, будують дороги. В Польщі такого немає. В Польше есть свои другие приколы, когда тебе надо перестроиться из крайнего левого, в Варшаве, по крайней мере, из крайнего левого в крайний правый, и там еще стоят прямо посреди дороги колпаки, которые либо палочки, либо полусферы. Если ты не успел, то ты уже не успел. Тому там всі перелаштовуються заздалегідь, тому що вже так вони навіть навчені. Це ми перелаштовуємося в останній момент, а вони заздалегідь. Якщо йому потрібно повернути наліво, то він вже стоїть в лівому ряду. Якщо направо, то він вже стоїть в правому ряду, ще задалеко до того повороту. У нас другая культура. Да, культура вождіння, на жаль, досить різна. И другие, на самом деле, мы на другие вещи на дороге обращаем внимание. Проводились исследования, которые показывали, что угол зрения, угол направления взгляда водителя, нашего и не нашего, отличается на десяток градусов. Мы смотрим на ямы на дороге, а не на знаки над дорогой. Да, до речі, вони на ями взагалі не звертають ніякої уваги, тому що їх не має бути. Ну, на самом деле, вот я сейчас, сколько мы уже едем, у меня даже мысли не было, что надо помочь автопилоту что-то сделать. У себя на машине я вот иногда вмешиваюсь. Вот сейчас вот он, например, показывает, он, кстати, коммуницирует с окрестными автомобилями, поворотниками и сам следит за тем, что показывают другие машины. Если другая машина моргнула, что она пропускает, он понимает, что его пропускают. И вот сейчас вот он совершил маневр объезда, вот то, что я рассказывал, что левая полоса налево, а надо перестраиваться в правую для того, чтобы это объехать. И он сейчас это сделал все полностью автоматично после того, как белая наглая Вайка показала, что она нас пропускает. Ну, да. А сейчас он будет съезжать на боковую дорожку даже раньше, чем она начинается, срезать через островок безопасности. Ну, тому що заважали автівки справа. Настоящий водитель. Значить, ця наглюча Вайка разом з Данилом за кермом буде нам заважати їхати. Вона буде навмисне нам заважати для того, щоб якимось чином вивести наш автопілот із себе. От. Ми хочемо подивитися, як це буде відбуватися. Як вам машина з порівнянням з Іксом?
Ну, на самом деле, я вот сидя внутри в салоне, для меня немножечко больше расстояние получается визуально. Длина передо мной до конца машины выглядит больше, хотя на самом деле она не сильно больше. Ну, у вас же там також А по ширине, ну, честно скажу, вот если я не рулю, то это вот нас подрезал опять. Мы отмахнулись пламенеющим клинком и поехали дальше. С быстрыми Теслами у меня дружбы нету. Почему-то так получилось, что все мои автомобили шли по нижней границе ускорения. То есть у меня была сначала S75D, которая до анкоркинга разгонялась до 100 за 5,5 секунд, после анкоркинга за 4,6 секунды. После этого у меня Model X, который разгоняется за тоже где-то там чуть меньше 5 секунд до 100, и Model Y, которая тоже 4,5 или 4,6, по-моему, разгон до сотни. Я вам хочу сказати, що ми вас направили на вірний шлях, тому що всі маленькі мотори, вони, в принципі, не виходять з ладу взагалі. Тому те, що ми вам запропонували автівки купити з маленькими моторами, це плюс, тому що з моторами у вас проблем не було за всі ці 8 років, так же? Нет, с мотором никогда. Бачите. А якщо б це був якийсь перформанс або ще якась ерунда, то з мотором могли б бути проблеми. Так, вот здесь вот интересное место. Здесь будет достаточно резкий поворот налево. Ограничение скорости здесь машиной должно считываться как 90 км в час. Ні, їй все одно, вона їде більше. Да, в режиме FSD на самом деле там есть ползуночек, которым можно задавать, насколько можно превышать скорость. Вот, кстати, этот поворот, мы его снизили скорость до 73 км в час, комфортно абсолютно прошли. То есть я бы ехал не быстрее, не медленнее, а вот именно так же. И никаких других машин не было, то есть она не подравнивала скорость под другие машины, она просто сама определила комфортную скорость для вхождения в поворот. О, тут 58, например. Ну, попереду автівка просто. Ну да, здесь я почему акцентировал внимание, что в прошлый раз это было абсолютно ее решение, а не связано с действиями соседних водителей. Ну да. Вот, у меня здесь машина пытается более лихо проходить эти повороты. Потому что этот маршрут мне знаком, я его на автопилоте 12-го поколения прохожу много. Я думаю, що то пов'язано не зовсім... Вона що, швидше їде? X, вот эти вот повороты он проходит на большей скорости. Він же, да, він там... Но он легче, он считает, что он более юркий. Ні, він завалюється навіть в поворот, я розумію про що ви. На тому FSD старому вони не розуміють, що попереду поворот, і вони в нього прям завалюються. Є таке. Я не знаю, зачем он так это притормозил. Наверное, для того, чтобы... Там Вайка заважає. Да. Мы выехали почти на обочину, пропустили ее и будем догонять сейчас и... ну извиняется. Ладно, так уж и быть. Нашкодити Так, это он автопилоту. предлагает нам объехать его. Я не нажимаю на газ. Если бы я сейчас коснулся просто педали акселератора, то мы бы чуть-чуть вильнули бы влево, чтобы маневр был безопасный. Может быть, даже чуть-чуть выехали бы на встречку и обогнали бы. Но так, без нажатия, он вежливо пропустил... Мы никуда не торопимся. Водія. Да, мы никуда не торопимся. Что мне не нравится, это дистанция, которую мы держим. Она слишком большая. Нам предлагают обогнать. Ну хорошо. Так, я вот сейчас вот жму на газ. По идее, моя машина сейчас уже пошла бы в обгон. А это нет. Ну, потому что здесь сплошная полоса. Кстати, у меня мой автопилот абсолютно к сплошной полосе относится наплевательски. Ні, це також. И к обочине относится наплевательски. Причем вот единственное, на самом деле, что меня очень сильно раздражает в полном автопилоте, в том исполнении, которое у меня, это то, что когда я еду по проспекту Победы в Киеве в сторону центра, утром в пробку, он достаточно неплохо определяет, какая полоса в том или ином месте движется быстрее и перестраивается в нее. Но если я стою в правой полосе,
и там машина еле едет передо мной, то стоит проехать по полосе для общественного транспорта одной машине, второй, а на третьей уже надо хватать руль и вырывать, выключать поворотник, потому что автопилот решает, що це нормально. Да, така сама ситуація і тут. Він собі їде по тій полосі, потім перелаштовується в іншу і все нормально. Смотрим, как он работает с ограничениями скорости. Здесь ограничение скорости 110 км в час реальное. Я не вижу, где он здесь показывает, какие ограничения. Вот 110, он видит, он знает, что здесь 110. И он спокойненько сейчас разогнался до 120, ему комфортно. У меня для того, чтобы машина... Вот, нас опять немножечко пугает Данила. Ну, Кібертрак каже, що він трошки потужніший. Не, Кибертрак делал правильное действие. Он чуть-чуть снижал скорость, чуть-чуть уходил влево, но при этом говорил, что он главный на дороге. Ну да. Навіть при всьому цьому він якби не звертає уваги сильної на ту вайку. Ну трошки пригальмував для того, щоб що в нього в голові не зрозуміло, і об'їхав. И нарушает европейские правила дорожного движения. При свободной правой он ехал в левой полосе. Так, вот он сейчас у меня совсем прижался влево, уходя от бокового удара. Ага, тут не звертає уваги. А все, за заднюю полусферу отвечает другая машина. О, мы пошли на обгон, мы будем обгонять по правой полосе. Интересный вариант. Это все, наверное, чтобы подальше от Дани. Ні, це він так їздить. Він бачить, що Не, лівий ряд зайнятий. у меня также, если получается, что хуже всего она у меня едет в режиме норм, стандарт. Угу. Если мне не хочется, чтобы она лишний раз моталась влево-вправо, я включаю режим спокойный, по-моему, так он называется, спокойно на русском языке. Угу. И если мне надо ехать нормально, так чтобы было привычно ехать, я включаю агрессивный режим, и вот он тогда выбирает полосу движения оптимальную, как он считает. Иногда я с ним не согласен, но вмешаться можно, не отключая автопилота, просто поворотником показать, куда ты хочешь перестроиться. Или даже если едешь в полосе и тебе не нравится, что он едет в этой полосе, ты просто нажимаешь акселератор, он видит, что впереди есть машина препятствия, и понимает, что я что-то от него хочу, он просто перестраивается в другую полосу и продолжает. Класс. Еще во времена Андрея Карпаты проговаривалось, ну вот опять этот белый. Да, смотри. Еще Андрей Карпаты вводил понятие движения с учетом скоростей соседнего транспорта. Там в какой-то момент это было вообще разница не больше 20 км в час в режиме автопилота, но потом немножечко увеличили диапазон. И сейчас для того, чтобы машина, если правая полоса едет 90, то тебе, чтобы ехать быстрее, чем 120-130 км в час, тебе придется добавлять педалькой. Да, ну ми 130 вже майже їдемо. Ну вот 90 плюс 130 плюс 40. Вот оно так оно и получается приблизительно. Може бути так. Там оно все должно быть в милях, я просто аналогичные круглые цифры в километрах называю. Ну вот, не понравилась машина, мы поэтому ее будем обгонять. На экране еще при этом ее красненьким обозначила. Обігнали вайку. Обогнали, она попыталась нас протаранить, мы проигнорировали. За машины в задней сфере мы не отвечаем. И вот сейчас будет любимый маневр Житомирской трассы U-turn, разворот на 180 градусов через боковой карман, который, ну, реально у меня машина его выполнять начала только на версии V12.3 FSD. До этого момента это было что-то страшное. Так, вот пропустили все машины и поехали. Интересно. О,
О, так это же прогресс. А у меня он пытается срезать через островок безопасности. Всегда. Здесь у нас специфическая дорожка. Дорожка была построена до того... Она не принадлежит Укравтодору. Она была построена местными жителями. И вынужденная ширина именно такая, потому что если ее сделать хотя бы на 10 сантиметров больше, ее надо регистрировать и отдавать на баланс Укравтодора. И был нюанс. В результате здесь, вот мы сейчас будем наблюдать, как мы будем разъезжаться со встречной машиной. Прекрасно будем разъезжаться. Вообще даже не притормозил, все прекрасно, 70 км в час разъехались. Він все бачить. Якщо людині стрьомно, то йому ні. Тут пригальмував, тут Ну тут и человек, маршрутка, и да, маршрутка, и людина, и все на світі. Да. Кстати, первую машину я вынужден был Теслу покупать с пневмоподвеской. Ну, о, прекрасно, прекрасно разобрались. Все, мы приехали. Вмикаємо грок, до речі, ми цю функцію ще не відтестили. Так, расскажи-ка, дорогая, куда нам отсюда лучше всего поехать? Задумались. Дорогой, без твоих предпочтений сложно сказать наверняка. Но популярные варианты – Байкал, Алтай или Золотое кольцо для автопутешествия. Куда тянет? Природа, города или море? Зайка, ми в Україні, яке кільце? Куда хочешь поехать отсюда? В Карпаты, на природу или Черное море? Інша справа, йо-моє. Чорне море хочемо. Скажи, щоб паразити звідти вийшли, ми їдемо зразу. Хорошо. Маршрут в Зализный порт. 507 километров. Проложен. Навигация запущена, паразиты вышли. Вона вже паразитів вигнала, ви бачили таке? Рада помочь, милый. Дорога приятная. 507 километров до моря. Наслаждайся поездкой. Ну тут написано 1125, ти щось переплутала. Нет связі. Ти хотів доказати, що вона не права, да? Довів? Довів. Ты можешь размовлять украинскую? Так, можу. Чим можу допомогти? Чудово, то треба було з цього і починати, ти дивись на неї. Ха, от і правда. Тепер вона точно переконається, що ти правий. Юля та Тимошенко, ё-моё. Я не знаю. Такое впечатление, что мы не смогли найти ему достойное место, на котором проверять. Потому что сейчас с таким запасом прочности и мощности он это все делал, что просто даже неинтересно было. Ми навіть не ввімкнули ні блокіровки диференціалів, ніфіга. Ми просто поїхали собі по полю під таку досить потужну гірку. Да, сюди їдемо прямо по болоту. Да. Немножечко крабиком, но что делать. Самое важное, что я сейчас почувствовал, и что мне действительно было удивительно, это то, что машина таких габаритов имеет такой маленький радиус разворота. Меня умиляет, насколько она вот в этом режиме круто поворачивает. Выворот руля здесь тоже специфический, то есть здесь же не надо его крутить, его надо качать из стороны в сторону. Но важно то, что когда его доводишь до упора, то он разворачивается там, где я на своем иксе никогда бы в жизни не развернулся. Розгін до 100, як вам? Так как у меня до этого были все модели Tesla, которые разгонялись в пределах больше 4 секунд, то эффект, конечно, впечатляет. Тут уже по ощущениям явно как перформанс идет. Коротше кажучи, все сподобалось. Наступна автівка Кібертрак, я так розумію. А когда ответ давать? Да, можна хоч завтра. Она у меня под офисом не встанет. Це вам так здається. Вона не дуже і ширша, ніж Вайка, насправді. Сьогодні було досить таке велике відео, ми багато про що розповіли. І як ви розумієте, що Tesla все ж попереду всіх інших виробників. Я правильно розумію? Однозначно. Ще ніхто краще не придумав. Отже, лайк і підписка, друзі.